Здравствуйте, с вами Елена Глозман, семейный и парный психотерапевт, ДПДГ-терапевт, автор книг «Любящая семья. Рождение эмоциональной близости» и «Счастливый брак. Практическое руководство для пар по созданию эмоциональной интимной близости». Мне задан был вопрос на моем ивритском канале, я переведу вам его и хочу немножко поговорить, потому что многие сейчас вернулись к религии, да, и давайте я прочту сначала вопрос, потом я отвечу. Здравствуй, Елена. Я прошу подготовить ролик на тему использования Бога как газлайт у людей нарциссистов. Есть очень много нарциссистов, особенно среди религиозных, но не только, которые бросают разного рода высказывания типа «Бог тебя накажет», «Бог тебя, ты еще увидишь», «Тебе будет плохо в жизни», «Бог тебя очень сильно накажет», «Бог не услышит никакие твои молитвы», «Ты увидишь, что такое ад» и всякое разное. Разные вот такие высказывания, которые предназначены для того, чтобы вот испугать потерпевшего, и это все газлайт. Очень важная тема, прошу поговорить об этом. Смотрите, по поводу, то есть от того, что, знаете, от того, что человек религиозный, это не говорит о том, что человек, он верующий, да, давайте вот сделаем такое разделение. И, к сожалению, не всегда религиозный он действительно верит, не всегда верующий он религиозный, то есть это различные понятия. Я сама по себе человек очень верующий, я верю в Бога, я верю в высшие силы. И мне особенно, скажем так, больно, когда я вижу особенно религиозных людей, которые должны, по идее, знаете, следовать заповедям, должны, ну, как минимум, быть добры и справедливы к ближнему своему, да, которые могут обманывать, красть, насиловать, понимаете. И, к сожалению, я работаю не только со светскими, но и религиозными тоже, и, соответственно, этого добра как бы там тоже хватает. И все это как бы для меня это очень печально. По поводу самих высказываний, что это вообще такое, как могут, да, вот девушка спрашивает, как вообще могут религиозные, вот так вот, ну, не все религиозные, вот нарциссисты, да, как они могут себя вести. Ну, во-первых, в самом вопросе есть ответ. То есть люди нарциссисты, они нарциссисты вне зависимости от их вероисповедания, вне зависимости от их религиозности, от их принадлежности к той или иной вере, к той или иной расе, понимаете, это абсолютно не важно, как бы люди нарциссисты, люди, которые оскорбляют, унижают как бы другого человека ради того, чтобы себя как бы вот это утвердиться, да, как бы они будут использовать именно ту ахиллесову пяту, которую они видят. И если они видят, что вас это может зацепить, они там зацепят, понимаете? И вот эти все высказывания, к сожалению, да, то есть есть у меня пациенты, которых, то есть действительно им становится очень плохо, да, то есть начинаются и панические атаки, начинаются, когда они буквально пластом лежат и не могут встать, когда вот происходит такое, вот они идут там, допустим, там к раву, идут к батюшке, да, как бы, и вот им говорят какую-то вещь, особенно вроде бы человек, который, по идее, должен быть особо там религиозный, особо верующим, особо добрым, особо там принимать, и вот этот же человек говорит такие вот, скажем так, гадости, да, что все у тебя будет плохо, и вот как ты смеешь, допустим, там одна пациентка рассказывала, как ты вообще, девочке 20 лет, как ты вот общаешься с мальчиком, которому тоже 20 лет, и вы не женаты, и будет у тебя, и ты в ад там попадешь, и все, да, то есть она пошла к батюшке, ну, волосы просто шевелятся, понимаете, ну, как можно сказать такое
ребенку, ну мы в каком вообще веке живем, и кто в 20 лет для того, чтобы заняться сексом, женится, да, как бы, ну, серьезно. Но люди религиозные, понимаете, как бы, то есть это авторитет для них, и, соответственно, они доверяют, и это очень-очень больно бьет по ним. И, соответственно, смотрите, во-первых, то есть когда мы воспринимаем людей как авторитет, это, конечно, намного сложнее. Если мы не воспринимаем людей как авторитет, здесь, конечно, все может быть легче. Потому что важно понимание вообще, кто они такие, чтобы мне такое сказать. Начнем с этого, да, это что там, какой-то святой, который никогда ничего плохого не сделал. Обычно наоборот, кстати, да, обычно как раз люди, которые лгали, крали, прелюбодействовали, да, они почему-то решают там какой-то период своей жизни, что они могут читать нравоучения, что они могут вообще что-то кому-то говорить, начиная от своих собственных детей, кончая окружающими, понимаете, что это просто неприемлемо, понимаете, то есть важно, знаете, всегда задавать себе вопрос, то есть когда тебе такое вот начинает идти, да, что тебя там накажут, что, во-первых, важно понимать, а действительно ли я что-то там плохо такое сделал, как бы, почему вообще, почему, как бы, это во-первых, во-вторых, кто этот человек, который мне это говорит, кто дал ему право, да, решать, что Бог сделает со мной, а что Он не сделает. Он кто такой вообще, понимаете? То есть важно вот это понимание, важно прислушаться к своему голосу совести. И поверьте мне, если вы что-то напортачили, если вы кому-то что-то нагадили, поверьте мне, что вы об этом будете знать. Вы не будете долго в себе копаться. Я не говорю, знаете, про случаи, когда, ну, часто, допустим, когда приходит пара, да, и, ну, все же происходит не специально, понимаете, он обиделся, она обиделась, да, там идет стычка, как бы, но это не специально, это не преднамеренно, понимаете, в разговоре мы понимаем, что, в принципе, каждый понимает, что он там задел чувства другого человека. Нет, я говорю о преднамеренном зле. Если как бы вы что-то кому-то что-то сделали, поверьте мне, вы об этом как бы будете знать. Вы не будете, у нас есть голос совести, который своего рода компас, да, который ведет нас по жизни, мы прекрасно знаем, что хорошо, а что плохо, понимаете? И, соответственно, вы об этом будете знать. Если вы знаете, что вы ничего плохого не сделали, и идет специальная, как бы направленная по отношению к вам вот эта вот атака, да, то есть словесная атака, вы должны как бы понимать, что это словесная атака. Я вам хочу сказать, что в моей новой книге «Счастливый брак. Практическое руководство для пар по созданию эмоциональной и интимной близости» есть отдельная глава по тому, как влияют на нас те или иные слова, понимаете, как влияют на нас звуки, как влияют на нас слова. Вы можете почитать, приобрести книгу и почитать. Вкратце скажу, да, что есть замечательные исследователи российские, Петр Горяев, да, как бы уже покойный, Чурсин, которые делали опыты и видели, что, в принципе, слова злые, да, то есть они не давали, допустим, семенам взойти, да, то есть или растение не вырастало, или оно вырастало очень больным, или наоборот, да, то есть если над семенами были слова благодарения, такие добрые слова, восхищения, да, то вырастало очень здоровое, сильное растение. Понимаете, Горяев писал о том, что все это влияет на генетическом уровне, понимаете, есть исследования, что женщины, которые используют мат в своей речи, они быстрее как бы стареют, то есть все, есть замечательные исследования, как бы, то есть я на эту тему подготовлю вообще отдельный как бы ролик, и я к тому, что когда человек говорит такие вещи, вы должны понимать, что он делает это целенаправленно, он делает это специально, он понимает, что это ваше больное место, он туда бьет, он делает это специально, а не из каких-то там высоких побуждений, потому что он беспокоится за вашу душу, да, куда она попадет, в рай или в ад. Соответственно, если вы понимаете, что идет манипуляция, идет просто надругательство над вашей душой, понимаете, просто издевательство, я в таких случаях как бы советую, конечно же, вернуть той же монеты. Да, то есть если люди к нам по-доброму, мы к ним по-доброму. Если люди к нам нехорошо к нам относятся, то не надо с ними
начинать вести там какие-то беседы, знаете, но вот проблема заключается в том, да, то есть я уже говорила это не в одном ролике, что обычно люди, которым я вот это говорю, они обычно очень чувствительны, очень тактичны, и вот они говорят такую фразу, что ну а как же там другому же человеку будет больно, как же я ему вот могу такое вот сказать. Да, а я спрашиваю, а вам как бы не было больно, когда вам такое сказали, да, то есть это парадокс. И надо учиться это делать. Это тот мир, в котором мы живем, и надо учиться это делать, потому что если вы не будете защищать себя, никто не будет защищать. И да, вы не должны опускаться до того уровня, как вот этот человек. И, конечно же, вы можете подобрать другие слова и сказать другие фразы, но да, нужно ответить. Если вы знаете, что не было ничего как бы с вашей стороны плохого, и вы понимаете, что это просто вот специально вас ударить побольнее, очень важно как бы постараться ответить. Я думаю, пока как бы на этом я закончу, то есть я написала здесь еще несколько как бы параграфов, несколько мыслей, которые, я думаю, я уже озвучу в следующих роликах. Надеюсь, что я ответила на этот вопрос. Была с вами Елена Глозман. Спасибо.